Китайская корпорация Xiaomi представила свой первый авто – электрический седан SU7. По размерам он сопоставим с Tesla Model S, имея колесную базу ровно 3 метра. Примечательно, что при его производстве используется новая технология крупноформатного литья, или по-другому гигалитья. Говоря простым языком, этот метод, который уже применяет Tesla, позволяет получать целые элементы силовой структуры кузова в виде крупных отливок, уменьшая при этом количество отдельных деталей и стоимость. Пока с помощью гигалитья производят только заднюю часть пола, которая при традиционном подходе потребовала бы аж 72 детали и 840 дополнительных сварных швов. Тем не менее, у него есть и недостатки, главный из которых повышенная сложность и дороговизна после аварийного ремонта. Над аэродинамикой, кстати, поработали не менее усердно, добившись рекордно низкого коэффициента лобового сопротивления 0,195. Главной опцией модели стал продвинутый комплекс автоматизированного управления Xiaomi Pilot. Автопилот работает на базе лидара, 11 камер высокого разрешения, 3 радаров, 12 ультразвуковых сенсоров и 2 платформ вычислительной мощностью до 508 триллионов операций в секунду. Бортовая электроника работает на новейшем чипе Snapdragon и новой операционной системе HyperOS. При этом может в реальном времени рисовать топографическую схему дороги и строить безопасные пути объезда возникающих препятствий. Экран медиасистемы насчитывает 16,1 дюйма и даже способен проецировать все на лобовое стекло для удобства водителя. Салон новинки тоже трудно назвать заурядным. Предложены 3 варианта цветовой отделки кожей Nappa – серая, красная и черная, а также подсветка, панорамная крыша и аудиосистема с 25 динамиками. Приятный бонус для владельцев – пневматическая подвеска с двойными поперечными рычагами спереди и многорычажкой сзади. В основе седана лежит платформа Modena с 2 тяговыми батареями. Первая литий-железофосфатная, а вторая литий-ионная. Обе разработаны совместно с компаниями BYD и CATL, которые помогли достигнуть максимального запаса хода 668 и 800 км для каждой соответственно. Более того, для защиты от перегрева предусмотрена система терморегуляции с жидкостным охлаждением и двухрежимным тепловым насосом. Электродвигателя всего 3 – HyperEngine V6, V6S и V8S. Для базовой заднеприводной версии будет доступен один 400-вольтовый мотор с индексом V6 мощностью 299 лошадиных сил и крутящим моментом 400 ньютон-метров, способный разогнать ее до сотни меньше, чем за 5,3 секунды. Для полноприводной, в свою очередь, сразу 2 двигателя – V6 и 800-вольтовый V6S, выдающий в сумме 673 силы, притом время разгона меньше аж на 2,5 секунды. При составлении цветовой гаммы в Xiaomi решили использовать только природные оттенки, поэтому SU7 можно заказать в синем, сером и оливково-зеленом цвете. Теперь главная часть – безопасность, а именно тормоза. Как заявляется, в SU7 Max используются более сильные 4-поршневые суппорты Brembo, за счет чего тормозной путь у него оказался меньше, чем у обычного SU7. У первого 33,3 метра, а у второго 35,5. О ценах никаких заявлений пока не было, но приблизительно она составит 300 тысяч юаней за базовую модификацию. Друзья, не забывайте ставить лайки и подписываться на YouTube и Telegram канал, чтобы не пропустить ничего интересного.